В достижениях грузинской археологии 21 века важнейшее место уже заняла находка, сделанная на территории Каспского муниципалитета, в частности на холме Граклиани. Территория находится в Восточной Грузии. Это открытие обогатило не только историю Грузии, но и историю Ближнего Востока, добавив новые научные детали и вызвав необходимость пересмотра старых теорий. Это археологический памятник совершенно особого значения, поскольку здесь были обнаружены следы 11 различных этапов развития общества. Самые древние из них синхронны находкам из Дманисии. Это примитивные орудия труда возрастом около 2 миллионов лет. Очень примечателен тот факт, что на территории Кавказа, кроме холмы Граклиани, нет ни одного археологического памятника, где столь последовательно и полностью представлены столь многочисленные и длительные этапы развития общества. Археологический памятник впервые привлек внимание ученых, когда были выявлены постройки 5-4 веков до нашей эры. Это стало значительным открытием, так как до этого в Восточной Грузии, в Иберии, постройки этого периода не были обнаружены. Благодаря этой находке стало ясно, что утвердившееся в грузинской историографии мнение о низком уровне развития населения Картли в тот период не соответствует действительности. На самом деле было установлено, что наши предки жили очень насыщенной жизнью 2500 лет назад, и они имели широкие экономические и культурные контакты практически со всеми частями древнего мира, где можно последить следы цивилизации. Холма Граклиани вновь оказалась в центре внимания мирового научного сообщества в 2015 году, когда здесь были обнаружены остатки языческого храма, а в его альтарной части надписи. Сам храм довольно мал, его ширина всего 6 метров, а длина 3 метра. Однако именно это небольшое сооружение произвело переворот не только в истории грузинского, но и ближневосточного интеллектуального развития. Как известно, высшей ступенью развития общества считается использование письменности. А на Граклиани были обнаружены не одна, а две различные системы письма. Первая система размещена на западном алтаре и состоит из 3 различных символов, которые имеют прямые аналогии с северо-западно-семитским письмом. Вторая надпись находится в центральной части храма на постаменте алтаря, и графически она очень похожа на арамейскую письменность. Следует знать, что в древнем мире арамейское письмо использовалось народами различных этносов и культур, так же, как сегодня латинский алфавит используется для различных языков: итальянского, французского, немецкого, английского и так далее. Сами арамеи были народом, населявшим Месопотамию, и в определенный период они смогли на основе существующих письменностей создать свою более простую письменную систему. Одним из главных научных открытий, полученных благодаря находке на Граклиани, стало то, что надписи, выполненные арамейской системой на территории ее формирования, то есть в Междуречии, датируются на 100 лет позже, чем надписи, обнаруженные на Граклиани. Чтобы подтвердить этот факт, руководитель археологической экспедиции на Граклиани Вахтанг Личели сразу после обнаружения надписей отправил образцы для радиоуглеродного анализа в лабораторию Beta Analytics в Майами, США. Лаборатория установила дату конец XI и начало X века до нашей эры. Чтобы исключить любые сомнения в датировке, по просьбе Личели его зарубежные коллеги самостоятельно взяли образцы и
отправили их в лаборатории по своему выбору. Немецкие ученые отправили образцы в Цюрихскую лабораторию, которая подтвердила ту же дату, X век до нашей эры. Итальянцы направили образцы в лабораторию в Гронингене, в Нидерландах. И результат также совпал, X век до нашей эры. Таким образом, датировка надписей не вызывает сомнений. Это 3000-летние тексты, нанесенные стационарно на устойчивом постаменте, который невозможно было перенести с одного места на другое. Что касается расшифровки надписей, известно, что над этим работают как грузинские, так и зарубежные ученые. Пока окончательные результаты не опубликованы, однако существуют попытки прочесть текст с использованием асомтаврули, древнего грузинского письма. В этом отношении интересны версии Эдуарда Майсурадзе и Гочи Кучухидзе. По заключению Майсурадзе, надпись выполнена буквами асомтаврули и читается следующим образом. Джума. Хурсаг – мать мира, его кормилица и вечна. Джума – это, согласно древней ласками грельской исфанской мифологии, бог подземного мира и покровитель также пастухов. Ему посвящен День Среды. До сих пор Среда на мингрельском языке называется Джумашха. Шха на древнем мингрельском означает день, то есть Джумашха – это день Джумы. На ласком Джумачха, а на сванском просто Джума. Что касается Хурсаг или Нинхурсаг, это шумерская богиня. Археологи установили, что в храме на Граклиане, где были найдены надписи, стояла статуя богини Хурсаг, также известная как Нинхурсаг. Интересна также гипотеза Майсурадзе, согласно которой фраза, встречающаяся в старогрузинском письменном памятнике от X века «Ахалман Нино Муакция», то есть «новая Нина обратила в веру», означает, что древняя Нина была языческой богиней Нинхурсаг, а новая Нина – это святая Нина Каппадокийская, которая обратила Иберию в христианство. Согласно версии Гочи Кучухидзе, надпись посвящена хорошо известному нам божеству Задену. По его прочтению текст звучит так: «Заден, помилуй». Идолы Задена и Армаза известны, что были установлены царем Фарнавазом еще в III веке до нашей эры. Либо эта информация ошибочна, либо неверен вывод Кучухидзе. Примечательно то, что надписи с Граклиане не являются изолированной находкой. У них есть соответствующий археологический контекст. Например, в результате исследований предметов, найденных на Граклиане и на его сателлитных памятниках, было установлено, что для создания и поддержания высокого уровня производства и торговли 3000 лет назад здесь использовалась конкретная единица измерения веса. В науке признано, что введение метрологической системы – это особый этап интеллектуального развития общества, ведь человек начинает считать, использовать числа, и, соответственно, закладываются основы науки. Это также указывает на существование административной структуры и на то, что торговля велась по установленным правилам и единицам измерения. До открытия гирь на Граклиане был известен только один тип гирь, найденный на территории Армении. На Граклиане же обнаружены 6 различных типов гирь. Самое важное – выявлена местная единица веса – 363 грамма. Все найденные гири кратны этому весу. Также интересно, что в Граклиане впервые на Кавказе были обнаружены штампы для юридических документов. Эти редкие артефакты украшают только музеи высочайшего уровня, Британский музей и Лувр. Это предметы, возраст которых превышает 6000 лет,
и которые использовались еще до появления письменности для подтверждения подлинности различных документов. Предположительно, они также применялись для урегулирования торговых отношений. До Граклиани подобные находки были сделаны только в Южной Месопотамии и в Анатолии. Это говорит о том, что местное общество в Граклиане достигло очень высокого уровня развития и даже признавало силу юридических соглашений. В совокупности все эти данные подтверждают факт, что общество Иберии достигло высочайшего уровня развития уже 3000 лет назад. Это неоистория «Прошлое в новом свете», где мы рассказываем вам о забытых цивилизациях. Подписывайтесь на канал, чтобы встретиться в следующем выпуске. Всего вам доброго!